Город Горловка, поселок Шахты 6-7. Тот самый многострадальный поселок 6-7, где разрушены почти все дома. Люди здесь почти не живут, за редким исключением, тем, куда уйти некуда, или кто не хочет покидать свои полуразрушенные дома. Поселок под обстрелами с лета, с июля 2014 года. Люди настрадали здесь, наверное, больше, чем кто-либо в Горловке. До позиции войск ВСУ от того места, где мы стоим, меньше километра. Каждый день идут обстрелы с танков, с минометов 120-х, с гаубиц и САУ. Это поселок Шахты 6-7. Сейчас здесь проживает около 112 человек. Положение мирных жителей очень тяжелое, потому что пенсии получают только пенсионеры. Это, как правило, 2000 рублей. Деньги это маленькие, потому что пенсии задерживаются, цены стремительно растут. Вот в этом старом здании школы сейчас укрывается 16 мирных жителей. Они живут в подвальном помещении. Там достаточно сыро, холодно, есть инвалиды. Люди нуждаются в гуманитарной помощи. Я думаю, что мы в ближайшее время как-то организуем сюда колонну. Украинские военные находятся отсюда где-то в километре. Бьют неприцельно, засыпают весь поселок в шахматном порядке, как говорят мирные жители. Буквально за несколько дней сносится целая улица. Хозяева домов, повторюсь, отсиживаются здесь, потом выходят, просто фиксируют, что теперь они бездомные. Вы здесь живете, да, на поселке? Да. Да, здесь наш дом был. А теперь разрушен. Дом разбили. Да. Давно вы тут находитесь? Скоро будет год. Здравствуйте. 10 месяцев. Да. Фонд помощи Новороссии — это хорошо, но было бы гораздо лучше, если бы господин Путин вместо гуманитарки войска сюда направил бы. Это было бы миллион раз. Под ножом. Я отогнал бы. И этих сволочей мы вместе подавили бы сразу нахрен, зажили бы спокойно и вернулись бы в свои дома. Вот сидим вот тут в этих... А так вы приезжаете, ребята, это, конечно, хорошо, что помощь вы даете, но это не то все. Вот. А так вот вы приезжаете, да и делаете репортажи, показываете по своим каналам москвичам и россиянам. Вот. Им просто интересно в их теплых московских квартирах, как мы тут живем. Им интересно, а мы тут живем, мучаемся. Вот так. Уже почти год. Уже скоро год будет, Год скоро мы тут и сидим. просвета никакого не видно. Так что было бы лучше, если бы господин Путин войска бы сюда подбросил вместо гуманитарки. Это было бы миллион раз. А Донбасс был бы российским и вернулся бы на родину, к своей матери, к России, как вернулся домой Крым. Жизнь человека дается один раз. Вот Горький, пожалуйста, цитируйте Горького. Так оно и есть. Будешь вот этому листочку рад, и небу, и солнышку. Зайдешь, вот выходим утром, я говорю: Господи, ветер подул, свежий ветер, перемен, принеси нам счастье, принеси нам наконец-то, принеси нам мир. Господи, голуби летят, говорят, вот выстраиваются они в разные узоры. И думаешь, это, как понимаете, как вот сейчас поверишь во все. Это не слова пустые, это слова до того уже, вот болью тут уже, как вам сказать, на детей на этих смотришь, как он вот так ладонями голову закрывает. Уже сказать нечего. Уже, понимаете, уже, я говорю, букашка, это уже, раньше пройдешь мимо, да ползет коровка, да пусть она ползет, а сейчас и букашки, все жалко. Птиц здесь фактически птиц у нас нету, вороны. И собаки с нами тут, и коты с нами. Они тоже боятся, как стреляют, так они бегут, бедные, к людям. 3 дома нету. И уже улицы школьная, Тимирязева ее нету. Вот, понимаете, нам не верит никто. Ну вот, пожалуйста, вы можете пройти вот по улице. А была хорошая цветущая улица. Цветущий сад школьный нас охраняет. Если бы не сад, мы, наверное, уже бы нас не было. И это школа. Вот, потому что советская постройка, бетон, такое крепкое все. Вот так вот, ребята, вот, не стало поселка. И счастливого вам пути. Только мое к вам пожелание такое. Передайте господину Путину наш привет, и пусть он нас не забывает. И пусть он и все наши братья, россияне,
москали знают, что если, не дай бог, пойдет Донбасс, Путину и Москве, России будет плохо. Очень плохо. Пусть он подумает. Россия, мать, исполни долг, прими в объятия